Как часто вот действительно вокруг нас очевидное зло называется добром. Или, но необходимостью. Ну что же делать? Мы вынуждены это делать. Христос говорит, что это не прощается. Вы знаете, Катя, здесь очень серьезно. В этом смысле мы живем в чрезвычайно сложное время, когда люди потеряли всякие ориентиры, когда очевидное зло называют добром, и когда добро называют злом, когда люди, которые стараются делать добро, осуждаются. Вот в этом смысле, да, наше время очень и очень сложно. На кресте Иисус кричал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» На кресте он чувствует себя брошенным совершенно всеми, в том числе отцом. Я вот всегда думаю, почему? Да потому что он хотел быть солидарным нам именно, когда мы чувствуем себя брошенными. Именно когда нам кажется, что Бога нет. А он особенно близок в тот момент, когда кажется, что все кончено. На самом деле человек может не только выстоять, он может творить. В 2019 году через храм, через ограду храма вы запустили протестующих, которых теснила Росгвардия и полиция. Это была громкая очень история. Почему вы это сделали? А почему я вас сегодня пустил? Мы всех всегда пускаем. Это храм. Храм всегда открыт. Мы пускаем всех абсолютно. Никого не спрашивая, крещен, не крещен, православный, не православный, как он относится к властям. Человек пришел в храм, и слава Богу. Да? В том числе, если человек не через дверь, а вот перепрыгнул через стену, как вот в данном случае это там дело было. Так случилось, что вот эта молодежь протестующая, она оказалась фактически вот в этом дворике, и они как раз вот отсюда, представьте себе, пытались перепрыгнуть. И вот потому мне было достаточно страшно, потому что вот видите, здесь уровень вот того двора, и вот здесь. Ой-ой-ой. Мне было действительно страшно, что что-то может произойти. Кстати, одна девушка действительно чуть-чуть себя поцарапала, когда она перепрыгнула через забор. Я пошел в алтарь, оказались такой первой медицинской помощи. Для меня важно только то, что пришли. Кто они? Какие их позиции? Для меня не столько важно. Но я им сказал: вы находитесь в храме, мы вам рады. Можете остаться столько, сколько хотите, но это храм. В храме обычно молимся, поэтому никто из вас не обязан. Но если кто-то хочет, вы можете войти вместе со мной, и давайте будем молиться о мире. Вот, к моему удивлению, достаточно большое количество этих ребят и девушек, потому что это в основном была молодежь, даже подростки и так далее, они вместе со мной вошли в храм и стали молиться, по крайней мере, постояли, когда я отслужил такой молебен о умножении любви. Так он называется. Отец Иоанн, вы иеромонах. Вы родились в итальянской Сардинии, на острове Сардиния. Вы 36 лет живете в России. Да. Вы специалист по Тарковскому, и вы священник Русской Православной Церкви. Я не знаю, какой я специалист по Тарковскому. Я скорее по первому образованию литературовед, а по второму образованию как бы историк. Поэтому сейчас преподаю историю церкви. Но, да, Тарковский я написал в ВГИКе свою дипломную работу давным-давно. Но сейчас у нас с вами будет большой разговор обо всем об этом, и нужно выбрать цвет. С учетом того, что я в черном, и вы в черном, кстати говоря. А если мы возьмем черный фон, боюсь, что только наши лица и руки будут видны. Тоже неплохо. Если мы берем белый, он как-то, мне кажется, пугает. Можно что-то среднее, типа серый. Серый. Скажи, Гордеевой, скажи. Слушайте, не каждая вообще церковь, не то что в Москве, в России может похвастаться таким внутренним двориком. Вы знаете, здесь в 1812 году французы расстреливали москвичей, которые когда-то здесь были захоронения очень многих москвичей. Представьте Чего себе. себе. Да. А вот за этим всем вы ухаживаете?
Да. Мы, в смысле, прихожане все вместе. Вот как раз виноград. Сейчас его, конечно, нет, поздно уже все-таки. Но мне сказали, что где-то в каком-то есть кроссворде, где написано, где растет виноград прямо в самом центре Москвы. Трудно себе представить что-то еще более итальянское, чем Сардиния. Но вы стали православным священником, и вы живете в России. Была какая-то точка отсчета, был какой-то триггер. Почему именно так? Для очень многих русских принадлежность к нашей русской православной церкви – это всего лишь, я же русский, потому я православный. Да? Это не мой случай. Меня спрашивают, почему, в какой момент, как именно я стал православным. А я затрудняюсь на этот вопрос отвечать, потому что для меня это как с русским языком. Я не могу сказать, когда я стал видеть сны по-русски. И потом очень смешно, потому что во сне моя мама говорит по-русски, она, конечно, ничего не знает по-русски. Или, допустим, я один нахожусь дома, о чем-то думаю, и вдруг вижу, что думаю я по-русски. То есть сам с собой разговариваю по-русски. А вот в какой момент так получилось, что русский вошел в мое, скажем, подсознание? Я не могу сказать. Ни в какой момент, никаким образом. В какой-то момент я констатировал, что это уже произошло. Кто в этом виноват? Скорее Достоевский или скорее Тарковский или скорее в том, что Горбачев? Я думаю, что это просто, наверное, все эти люди вместе взяты, и все эти обстоятельства. И Тарковский, и отец Александр Минь, который для меня сыграл очень важную роль. Все люди, которые были вокруг меня, которые меня приняли как брата, как друга. То есть сначала это было просто такой интерес культурный, тот же Достоевский, иконы и очень много другого. А потом я стал участвовать в богослужениях, просто приходить в храмы, стоять, помолиться, потом читать какую-то духовную литературу все больше и больше, пока я не понял, что так это не просто так мне интересно. Нет, я это люблю, это часть меня. Вы написали книгу, называется «Монах в карантине». Трудно сказать, о чем эта книга, вот как о чем-то конкретном, да? Но она полна какого-то невероятного жизненного оптимизма, которого во мне совершенно нет, поэтому меня это удивило. Мало того, вы говорите о том, что русский народ оптимист, и вы говорите, что православие – это религия оптимистов. Христианство. Христианство, да. Можете это, пожалуйста, пояснить? Вот все по пунктам. Почему русский народ оптимист? Давным-давно у меня была такая идея о том, что написать книгу, куда я хотел собрать все, что мне дорого и важно. Чем я занимался долгие годы итальянской литературой, то, чем я занимаюсь сегодня, священническое служение, хоспис, Тарковский, русская литература, Бродский. И это настолько разные вещи, что я понимаю, что довольно сложно. Пару лет назад одно православное издательство ко мне обратилось, мне сказали: отец, напишите нам книгу. Говорю, о чем? Говорят, о чем вы хотите? Мы вам даем карт-бланш, как вы хотите. Я говорю, вы знаете, я пишу на русском, поэтому надо будет редактировать, не мой родной язык и так далее. Я говорю, да, это не проблема, конечно, даже, вы знаете, что найдите вы сами себе редактора, мы все это компенсируем, оплачиваем его труд. Это было до пандемии. Потом я заболел. И когда я оказался в вынужденной изоляции, я вспомнил про книгу. Притом, я понял, что как раз обстоятельства мне позволяют делать то, что именно что я хотел, потому что книга структурирована так, что там идет дневник человека, который болеет коронавирусом. Так как он вынужден был быть один, он вспоминает, он думает. Поэтому тут и мое детство. Какие-то смешные истории о том, как в возрасте 5 лет я женился. Или как, допустим, когда я работал в одном из синодальных отделов Русской Православной Церкви, вот возник спор среди нас, кто красивее, Моника Беллуччи или Карла Бруни. Ну, вы-то вместе как с этим, я, конечно, Карла Бруни, я на стороне Карлы, на 100%. Анна Маньяни или Моника Витти? Моника Витти. Правильно. Спасибо. Но я больше специалист, я же монах. Так вот, но одновременно с этим я хотел писать о детях из хосписа. Понимаете, очень сложно совместить, но раз человек один и вспоминает, и сам с собой разговаривает, конечно, это всегда так. И поэтому туда вошло все, что я и задумал. Но в результате, когда книга была уже написана,
тот же издательство мне сказали, вы знаете, вообще-то невозможно эту книгу издавать так, потому что она, во-первых, очень большая, надо ее сократить в 2 раза. А потом, вы знаете, все как-то очень сложно. Вы, например, говорите о Петрарке. А у нас вообще никто не знает, кто такой этот Петрарка. Да? Потом вы используете какие-то слова, которые непонятны. Секуляризм, постмодерн. Говорю, а вам не кажется, что как раз хорошо, если люди узнают о Петрарке, если узнают новые какие-то слова. И... Нет, вы знаете, мы ориентируемся на таксистов и продавщиц. Короче говоря, мне отказали. Притом, после того, как я из, собственно, средств заплатил уже редактору. И пока не нашелся другой издатель, и замечательное издательство «Практика», это медицинское, представьте себе, издательство, но у них есть линейка о богословии и духовности. И вот когда они узнали, они говорят, это то, что нам надо, потому что там коронавирус, там и одновременно вот эта духовность, культура и так далее. Книга вышла, уже 2-й раз переиздается и пользуется довольно большим успехом. У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант. Так Сергей Довлатов в своей «Иностранке» описывал нью-йоркский район Форест-Хиллз, где он прожил первые 10 лет после своего отъезда из СССР. В конце 70-х, начале 80-х прошлого века русскую речь в этом районе и вправду можно было услышать чаще любой другой. Советские эмигранты ценили Форест-Хиллз за невысокие цены на жилье и относительно невысокий уровень преступности. Впрочем, в тихом спальном районе среди новых жителей кипели нешуточные страсти. Это прекрасно описано все в той же «Иностранке». Сейчас в Форест-Хиллз живет совсем другая публика, но в память о Довлатове осталась целая улица. В 2014-м власти Нью-Йорка открыли Сергей Довлатов Way, проезд Сергея Довлатова прямо на углу 63-й драйв и 108-й улицы, рядом с домом, где жил писатель. Долететь до Нью-Йорка, чтобы пройтись по довлатовским местам, сегодня не так-то просто. Но куда бы вы ни собирались, при помощи сервиса «Купи билет» искать авиабилеты по самым разным направлениям в любом случае гораздо легче и выгоднее. В удобном приложении можно организовать поездку любой сложности от самого начала и до конца. То есть спланировать маршрут, найти и купить билеты с любым количеством пересадок и удобными стыковками и забронировать отель. Важно, что оплатить все это по-прежнему можно любой российской картой. Еще тут есть несколько полезных функций. Например, можно включить автозаполнение для документов и покупать билеты еще быстрее, не мучаясь каждый раз с вводом паспортных данных. Также в приложении можно копить баллы за совершенные бронирования, а потом этими баллами оплатить до 40% нового заказа. А чтобы не опоздать на рейс, очень нужная для меня функция – приложение заблаговременно напомнит, что пора собираться в аэропорт. Если вы до сих пор не пользовались приложением «Купи билет», скачивайте его прямо сейчас и путешествуйте выгодно. Ссылка в описании. Так почему русский народ оптимист? Я написал на самом деле, что христиане оптимисты. Я уверен, что русский народ, конечно, христианский народ. Я считаю, что христианин – это убежденный оптимист. Мало того, как неизлечимый оптимист. Потому что во что верит христианин, это вот настолько парадоксально, что смерти нет, что она уже побеждена. Вот когда мы крестим, мы читаем слова апостола Павла, которые говорят о том, что если мы соединились с Христом, с Его смертью, мы воскреснем ровно так же, как и Он воскрес. Поэтому смерть больше не имеет власти. Представляете, как интересно? И христианин, несмотря на свои собственные недостатки, на то, что церковь, конечно, могла бы быть лучше гораздо. Уже 2000 лет, как мы читаем Евангелие, могли кое-как с этим разобраться и быть хотя бы более человечными. Это не совсем так. И тем не менее,
Тот факт, что Христос победил смерть именно тем, что Он взял эту смерть на себя, вот православные постоянно об этом говорят во время Пасхи, да? Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. То есть Он победил смерть, Он попирал смерть тем, что Он ее взял на себя. Поэтому это парадоксально, но это такая новость, которая дает радость. Вот представьте себе, допустим, студент или даже школьник, который вот готовится сдавать экзамен в конце учебного года. Он знает, что есть разные билеты. И как бы вытянуть хороший билет, вот тот, который ты знаешь, да? А вдруг тебе преподаватель скажет: Катя, я тебе заранее скажу, какие вопросы в билете. Ну, это, конечно, здорово. Потому что ты не будешь терять время что-то учить другое. Ты знаешь, вот какие вопросы, это я выучу, и все. И все. И я сдал экзамен. Так об этом христианство. Притча о страшном суде. И это как экзамен. И мы знаем уже вопросы. А какие вопросы? Вопросы следующие. Алкал я, и вы меня накормили, дали мне поесть. Жаждал, вы меня напоили. Вы в тюрьме, в больнице, можем сюда добавить, в хосписе, где удобно. Вы меня навестили и так далее. Вот это одна категория людей. А другая категория людей, кто вот и алкал я, и вы меня не накормили. Жаждал, вы меня не напоили. Нам невероятно везет, что мы уже знаем вопросы, которые будут. Поэтому достаточно готовиться к этому. Сейчас такое время, когда христиане в том числе, они видят, как зло побеждает добро на их глазах, и ничего нельзя сделать. К вам приходят сейчас люди с этим запросом: где Бог? Очень-очень много. Особенно учитывая вот ситуацию последнего полугода, скажем, очень часто. Действительно, вот когда ты видишь скорее насилие, ненависть и так далее, вот где Бог? Действительно. Где? А Бог как раз там, где якобы Его нет. Вот как раз там особенно Он присутствует. Где люди страдают, где люди умирают, где люди чувствуют, что их все бросили, в том числе и сам Бог. Он как раз вместе с ними страдает, вместе с ними разделяет вот это состояние богооставленности. На кресте Иисус кричал: Боже мой, для чего ты меня оставил? На кресте Он чувствует себя брошенным совершенно всеми, в том числе Отцом. Я вот всегда думаю, почему? Да потому что Он хотел быть солидарным. Нам именно, когда мы чувствуем себя брошенными, именно когда нам кажется, что Бога нет, а Он особенно близок в тот момент. И что делать? Принять все, что есть. Принять в том числе чувство богооставленности, в том числе смерти иногда. Смерть близких людей, да, собственной болезни, немощности и так далее. Что такое вера? Это доверие. Это такой, вот интересно по-русски, предельное, а скорее беспредельное доверие. Да? Когда ты полностью доверяешься, вплоть до последнего. Да? Когда доверие доходит до того, что вот я чувствую, что вот я брошенный, я один, тем не менее я доверяюсь. И это что парадоксально. Делать? Смотрите, в России человек сейчас, он находится как будто бы в двойной войне. Я имею в виду человек, который с антивоенной позиции. То есть он против войны, которую его страна ведет на чужой территории, и он, получается, против тех, кто за войну. Он в двойном кольце тех, с кем ему приходится быть несогласными. И у него как будто бы нет ни одного рычага и ни одного способа не то что даже победить, а быть услышанным. Да, но тем не менее это бывало и бывает в истории человечества очень много раз. Это не единственный раз даже в истории России, не первый раз. Да? Мне кажется, что в таких ситуациях очень важно высказывать свое мнение настолько, насколько это возможно. Свою позицию четко, ну, допустим, своим родным, тем, с кем человек работает, общается и так далее. Да? А потом по мере совести, все-таки есть такая вещь, которая называется совесть. Она религиозная категория или нерелигиозная? Да, она просто человеческая категория. Да. Если вот прислушаться к голосу совести, можно правильно поступить вот, в разных ситуациях, даже самых сложных. Да.
Я думаю, вот как очень многие и священнослужители, и просто верующие люди, и просто честные люди, как они выживали, допустим, в концлагерях. Все-таки у человека есть невероятные ресурсы, даже в экстремальных ситуациях, когда кажется, что все кончено, на самом деле человек может не только выстоять, он может творить. Вот это удивительная вещь. Но вопрос, который сейчас очень волнует многих прихожан Русской Православной Церкви, как выживет Русская Православная Церковь, как выживут ее прихожане. При том устройство, с которым мы имеем дело, очень вертикальным, очень патриархальным, очень скрепным. У вас есть в книжке очень важное, как мне кажется, место, где вы говорите о том, что христианин – это человек внутри поезда. Поезд как будто бы это религия. И вот поезд прибывает в какой-то прекрасный город, но вынужден проехать перед этим какие-то страшные его пригороды. И ты можешь выйти из поезда и не поехать в прекрасный город, но можешь остаться в поезде и перетерпеть. Но на перетерпеть одной жизни не хватит. Простите за такой длинный вопрос, но это я как будто бы оттягивала время ответа. Нет, это именно такое сравнение. Мало того, я говорю о том, что человек видит через окно, сидя в этом поезде, вот какие-то некрасивые картины. Если он из-за этого выходит из поезда, он там и остается. И он никогда не прибудет туда, куда он стремился. Но также я пишу о том, что могут быть и другие проблемы, когда те, которые сидят в одном и том же поезде, тебе не нравятся. Вот тоже можешь терпеть или можешь выйти из поезда, но опять-таки никуда не приедешь. А третья ситуация, когда ты сам себе не нравишься, и ты собой недоволен. Мне кажется, вот здесь есть вот как раз такой ответ, что надо вытерпеть, потому что когда ты знаешь, что поезд идет правильно... Поезд в смысле генерально православная церковь или это не православная церковь, вера? это именно христианская вера и церковь с большой буквы, то есть церковь Христова. Для меня она, безусловно, в данном случае русская православная. Да? Но вы знаете, я историк. В истории были очень разные времена. И были очень разные, достойные и недостойные, более или менее достойные, скажем, священноначалие, духовенство. Постоянно я слышу вот такой на исповедь: «Батюшка, я перестала, допустим, ходить в храм, потому что, священников я не люблю». То, как себя сейчас ведут священники Русской Православной Я говорю, Церкви. вы знаете, мне тоже их трудно любить. Да? Говорит, они плохие, попы плохие. Я сам уверен, что плохие, очень плохие. Церковь – это не общество святых людей. Это общество вот таких людей, вот как это пассажиры этого поезда, которых куда-то устремляются, куда-то хотят приехать вместе. Притом мало и плохо знают друг друга. Иногда не очень симпатизируют, иногда не очень любят друг друга, к сожалению. Потому что так же и бывает. Но это недостаточный повод, чтобы выйти из этого поезда. В этой метафоре машинист этого поезда – это Христос, не патриарх. Да, патриарх, он в этом участвует без всякого сомнения, но машинист – это Христос. И это абсолютно православная позиция. В феврале 2022 года было ли у вас желание уехать из России? Нет, конечно. Ровно наоборот. У меня осталось намного больше желания остаться. Вот вы не поверите, я давным-давно думаю о том, что подавать на гражданство, потому что моя жизнь все-таки связана с Россией, я думаю, неразрывным образом. Поэтому, наверное, было бы правильно и гражданство получить. Многие отказываются от российского гражданства, даже россияне, чтобы не соучаствовать в войне. Я не думаю, что культурная принадлежность или даже юридическая, означает одобрять все, что делает государство. Конечно, нет. Как раз это ошибка, которую в данный момент, на мой взгляд, делает Запад. Вот такие призывы к тому, что вы русским все закрыть, русских никак не пускать, допустим, в Европу, это совершенно неправильно. Это такой же, простите, фашизм. Только немножко по-другому. В чем виноват русский человек, если он, допустим, не разделяет позиции своего правительства? С точки зрения Запада, он столько лет молчал и ничего не сделал, чтобы правительство было другим у него. А я бы не сказал, что все молчат. Поэтому я действительно не думаю, что быть русским, принадлежать, скажем так, русской культуре или даже иметь российский паспорт – это зазорно или это какая-то вина.
Я, как западный человек, считаю это абсолютно неправильно. Вас не пугает большая вовлеченность Русской Православной Церкви в политику? Пугает. Но тому есть причины и есть историческая память. Это все-таки православие, это Византия. По очевидным причинам вот близость между светской и религиозной властью гораздо больше, чем в Западной Церкви. Потому что когда те, кого мы называем варварами в Италии, то есть немецкие какие-то племена, взяли Рим, с того момента не было больше императора в Риме никогда больше. Но оставался папа. А император был потом в Германии. Поэтому папа в каком-то смысле даже вынужден был сыграть и политическую роль. И в какие-то моменты, так как расстояние это позволяло, он мог занять вполне другую позицию, не ту же, что и император. И вот такой баланс, вот потому католическая церковь ведет себя достаточно независимо от светской власти. Мало того, она по определению наднациональная. Она не отождествляется ни с одним народом, ни с одной страной. Православная церковь все-таки национальная. Поэтому, конечно, каждая национальная церковь, поместная церковь, она себя отождествляет с определенным народом и в какой-то мере с определенной страной, и в какой-то мере с определенным правительством в том числе. Да? Что это может быть не обязательно хорошо, но это факт исторический. Потом, вот с падения древнего Первого Рима до падения Второго Рима, Константинополя, ровно 1000 лет прошло. В течение этих 1000 лет в Константинополе император жил бок о бок с патриархом, и патриарх с ним. Поэтому как вы хотите, чтобы этот патриарх занимал какие-то альтернативные позиции, когда он там рядом с императором? Но есть случаи, есть исключения, как в истории Византийской церкви, так и в истории Русской церкви. Есть какие-то патриархи константинопольские, которые все-таки, как сказать, занимают совершенно другие позиции, не то, что император хотел. Ну, допустим, если взять митрополит Филипп Московский, да, который занял четкую позицию, вот, не ту, которую Иван Грозный хотел, и от этого пострадал. Поэтому всякие случаи есть и в истории нашей поместной церкви, и в истории православия вообще. Но говорить, вот, православная церковь, она слишком связана, а вот католики, допустим, себя так не ведут. Я не хочу противопоставлять, да, мы находимся здесь, в России, речь идет о православной церкви. Да. И когда она заходит, то выясняется, что позиция Русской Православной Церкви и позиция Кремля – это одна позиция, и нет никаких нюансов в этом. Особенно в ситуациях сложных это всегда довольно грустно. Я могу с вами согласиться. Но я, видите, это моя жизненная позиция. Я стараюсь действительно воспринимать как данность. А потом себе задавать вопрос, а я что могу делать? Что вы думаете о том, что действительно возвращается закрытость России, сложность в коммуникациях с иностранцами, и что, возможно, кому-то из ваших знакомых покажется опасным даже с вами теперь дружить? Не знаю, пока я не замечал. Но то, что я занимаю какую-то позицию, как вам сказать, обдуманную, непростую. Потому что я, конечно, не то, что не поддерживаю, я осуждаю то, что происходит вот последние полгода в Украине. И считаю очень большой ошибкой. Это мое личное мнение. С другой стороны, я очень много говорил о том, что вот такой бойкот всему русскому – это абсолютно и наивно, глупо, и неправильно, и несправедливо. Но бойкот Достоевскому – так это какая-то ерунда. В каких-то университетах они просто все, как сказать, закрыли отделение русской, славянской словесности, в смысле русской литературы, и перестали читать курсы о Достоевском. Ну, что за глупости? И очень много другого. Да, и вплоть до последних событий, то, что вот некоторые страны Евросоюза хотят воспрепятствовать въезду всех россиян, мне кажется, абсолютно неправильно. Ровно наоборот, обвинять человека в том, что ты подлец просто потому, что у тебя такой паспорт, и потому что родился в такой-то стране, так это очень глупо. Я сейчас скорее говорила о вашей личной безопасности. Вы не будете уезжать? Пока это от меня зависит, не буду. Без всякого сомнения. Почему? Это не ваша страна.
Она стала моей страной. Вы знаете, я не русский, но москвич. Я в родном городе прожил ровно половину того времени, которое вот в Москве. Но я при этом не русский, безусловно. Это не моя культура. Я ее безумно люблю. И стараюсь ее знать все лучше и лучше. Но понятно, что я останусь западным человеком. Но мне кажется, это не единственный случай в истории России. Таких было много. Пока меня терпят здесь, я сам не намерен уехать. Я слышала, что у вас бывает один день в неделю, который вы проводите сам с собой. Потому я стараюсь хотя бы один день в начале недели оставить для того, чтобы была возможность как-то углубиться в какую-то тишину внутреннюю и, по возможности, внешнюю. И вы не здесь этот день проводите, а вы его проводите дома? Это не важно. Но главное, важно. чтобы не было суеты. Для меня это, не знаю, существенно важно. Именно потому, что есть вот человек постоянно вот что-то делает, особенно священник, потому что очень много, вот жизнь такая очень требовательная. Потому что был один день, когда ты можешь быть один на один с Богом, да? И для меня это, какой-то духовный кислород необходимый совершенно. Трудно быть монахом? О, не знаю. Не знаю. Да, наверное, в чем-то трудно. Я просто себя не могу представить в другой роли, скажем так, жизненной. Ну, вы же с детства, да, мечтали? В каком-то смысле, да. Это тоже вот в Евангелии написано о том, как Христос по берегу Галилейского озера ходит, видит рыбаков и говорит: следуйте за мной. Угу. И те вот встают и идут. То есть у вас не было выбора как будто? Да нет, выбор, конечно, есть и до сих пор. Конечно, любой момент, хоть сегодня, хоть сейчас, я могу от всего отказаться. Но я просто чувствую, что это для меня жизнь, это именно мое место. Это то, что вот это как, знаете, когда костюм шьют по размеру, да, человеку, это то, что мне нужно, то, что мне подходит. Конечно, трудно. Но вы знаете, иногда себе монашескую жизнь представляют не совсем правильно, что какие-то серьезные очень лишения. Но монашеская жизнь – это всего лишь христианская жизнь. Знаете, монашеский постриг в Русской Православной Церкви, в православной, монах – это просто христианин. Может быть, такой экстремал. То есть христианин, который принимает на 100%, скажем, то, что написано в Евангелии, но не более того. Осторожно, лестница такая, что ступеньки разной высоты. Это прям такая большая келья. Не знаю. Не знаю, мне нравится. Зачем вам шарик для пилатеса? Чтобы, заниматься в свободное время. У меня проблемы со спиной. Поэтому надо немножко, и упражнения делать, и гимнастикой заниматься. Очень духовно, вполне духовно. Радоваться – это часть христианства? Безусловно, это заповедь. Апостол Павел сказал: радуйтесь всегда, молитесь непрестанно. За все благодарите. Вот попробуйте. За все благодарить трудно. Молиться непрестанно тоже трудно. А радоваться всегда – это, наверное, высший пилотаж духовной жизни. Вы знаете, очень интересно, что я причащаю и смотрю на лица людей. Бывает, что люди настолько озадачены, настолько что даже причащаются с каким-то страшным лицом. А дети, как правило, улыбаются. Для них это праздник. Я думаю, что христианство есть радость, по сути. Если это способность все принимать, и горе, и счастье, и здравие, и болезни, все, в этом как раз и счастье. Человек, который способен все принимать, он действительно радостный человек. Вот такой сильно грустный, озадаченный христианин, такой, постник, который старается, и у него все получается, но зато всех ненавидит. Или постоянно в каком-то напряжении и так далее. Мне кажется, что не совсем правильно. А как быть с тем, что нужно бояться все время Бога? Есть все время какая-то история? Вы знаете, есть выражение «страх Божий». Это очень неудачный перевод, действительно, славянский. Потому что на латыни и в неолатинских языках есть какая-то целая градация вот этого же чувства. То есть паура – это одно, тимор – это другое и так далее. Да? Фобия – это уже патология. Да? А вот по-русски это все это страх.
Поэтому вот этот страх Божий люди не очень понимают. Какой страх Божий? Есть Бог, есть любовь. Почему мы должны его бояться? Когда человек влюбляется, ему одновременно страшно. Страшно потерять любимого человека. Страшно потерять вот это чувство или что-то испортить. Если вы собираете цветы, но вы цветок вот должны аккуратно нести. Да? Потому что это хрупкая вещь. Или какая-нибудь хрустальная ваза или что-нибудь такое. Да? Я это понял, когда часть моего служения в хосписе – это перинатальное отделение. Это там, где рождаются дети, которые не могут дальше жить. Да, ну о которых известно, что продолжительность их жизни – это может быть несколько дней, это может быть несколько часов, а это может быть несколько минут. И мамы которых прежде отказались сделать аборт, зная, что у них родится больной ребенок. Именно. И решили родить. И, допустим, хотят крестить ребенка. А зачем? А я думаю, что это замечательно. Представьте себе продолжительность жизни ребенка несколько минут, и за эти несколько минут он успел стать христианином полноценным. Я, конечно, думаю, что Бог может спасти любого человека. Но, тем не менее, когда этот малыш, который прожил несколько минут, в итоге его жизни есть то, что он стал еще и христианином, успел. Да? Это замечательно. Так вот, когда мне дают малыша, и ты должен поддерживать его головку рукой. Да? Я монах, у меня нет собственных детей, я не так опытный в этом, поэтому, а когда я на это обратил внимание, вот я понял, вот то чувство, которое я чувствовал, когда держал вот этот ребенка и поддерживал рукой его головку, я думаю, вот это, наверное, есть страх Божий. То есть, когда ты боишься что-то испортить, что-то очень хрупко, но вот, то есть, это не паника, это как раз не фобия. А наоборот, это очень положительно. Вот, например, ты боишься расстраивать или не оправдать надежды людей, которые в тебя верят. Мне кажется, страх Божий есть это. Бог нас любит. Как мне не хотелось бы его расстраивать. А с другой стороны, люди все время как будто бы ждут, что того, кто делает плохие дела, ворует, убивает, богатеет на глазах у всех, совершает преступления, остается безнаказанным, что Бог как будто бы должен его наказать, и хорошо бы, чтобы мы это увидели. Но этого не происходит, и ты начинаешь думать, а где Бог? А почему так? Вы знаете, в нашем представлении о справедливости вот этот плохо себя повел, поэтому нужно его наказать. Это хорошо себя повел, надо его наградить. Да? Это, в общем-то, правильная вещь. Но за этим иногда кроется просто чувство мести. Я хочу, чтобы вот тебе делали плохо, потому что ты, подлец, допустим, по-справедливому, как мне кажется. Когда этот подлец, так не просто подлец, скажем, более сильное слово, когда какой-то человек, который совершил жуткие вещи, который призывал других к насилию, допустим, да? И очень много другого. Да? Что лучше, чтобы он скончался в жутких мучениях или чтобы он осознал свою ошибку, покаялся и, допустим, попал в рай? Я бы хотел в раю увидеть. Второе, конечно, лучше, но недостижимо. Нет, почему? Блестящий пример – это апостол Павел, который сам себя считал подлецом, который сам говорит, я как урод. Он о себе так говорит, да? Потому что я присел в церковь Божию и так далее. Все-таки покаяние, обращение, изменение жизни в христианстве – это вещи в порядке вещей. Это может быть с любым. И поэтому я считаю, что лучше, чем вот это, в кавычках, справедливость-месть, да, лучше, другое слово, милосердие. Чтобы этот человек действительно осознал, но все-таки честно осознал, что он совершил какие-то вещи неправильные. И покайся. И тогда... Кроме Павла, которого никто из нас все-таки не видел, вы знаете еще такие примеры в более новой истории? Да, знаю. Но все-таки в истории многих святых есть и очень темные страницы до обращения. Есть и... как сказать, я о себе могу говорить только относительно первой половины. Я считаю, что я тоже сделал очень много неправильных вещей в своей жизни. Если я хочу, чтобы для меня был шанс, этот же шанс я должен давать и другим.
Всем. И поверьте, вот это по опыту исповеди. Исповедь – это безумно интересная вещь для священника. Вот у меня есть целая теория насчет этого. Вы знаете, что в православном храме исповедь происходит, вот есть аналой, вот такой, скажем так, высокий столик, да, с такой плоскостью, где лежит Евангелие и крест. Вот это аналой – это как очень, скажем, высокая колокольня, из которой видишь очень далеко. И я бы сказал, обсерватория даже, еще лучше. Потому что, представьте себе, приходят самые разные люди. Ребенок, который, поссорился с братиком. Подросток, который вдруг понял, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Молодой человек, который наркоман, не может с этим завязать. Пенсионерка, которой не заплатили пенсию и так далее. Самые разные люди. Самые разные ситуации. Вот ты, священник, стоишь там, и как мы читаем одну молитву в начале исповеди о том, что я только свидетель. Я действительно, что значит принимаю исповедь? Значит, я свидетель. Это Бог, конечно, прощает человека, не я. Я свидетель, но такой свидетель, который сочувствует. Вот с эмпатией, скажем, свидетель. Знаете, как это интересно? Священник видит как бы всю страну, весь народ, всю эпоху. Это безумно интересно. Скажем, женщина-судья, которая вышла на пенсию раньше времени, тоже говорит, совесть мне не позволяет дальше так. Есть такие? Только что. Всякое бывает. Вот когда священник принимает исповедь, он видит очень-очень далеко. И он может тогда, мне кажется, в общем-то, более-менее объективно оценить состояние общества, состояние страны. Люди действительно очень-очень озадачены. Например, многие приходят за советом, оставаться ли или нет. И выбор очень непростой иногда. Уехать и, допустим, бросить пожилых родителей. Да? Или остаться. А как воспитывать своих детей? Вот кто-то мне говорит, я не хочу, чтобы мой ребенок вырос вот в такой атмосфере. Это настоящая драма иногда. Настоящая трагедия внутренняя. Я очень редко даю какие-либо советы. Только если люди об этом просят. Да? Я не считаю, что ремесло священника, вот тебе приходит, у тебя в кармане рецепт на любой случай жизни. Вот делай так, делай сяк и так далее. Да? Поэтому не очень люблю, когда люди приходят за благословением. Благословите, батюшка, отдыхайте, скажем, в Крыму или в другом месте. Или работать на заводе «Серп и молот» или «Красный Октябрь». Но это как-то странно. Люди должны сами, конечно, делать свои выборы, принять свои решения и отвечать за них, нести ответственность. Поэтому я редко даю советы, но зато вот эта обсерватория аналоя, она безумно интересна. Потому что видишь очень далеко. И понимаешь очень много вещей, которые так, невооруженному взгляду, скажем так, не видны. Я надеюсь, что что-то серьезно изменится. И дай Бог, очень скоро. И в лучшую сторону. Но это скорее надежда, чем логический вывод, заключение, как сказать. Это надежда, потому что ситуация очень и очень сложная. Во всех отношениях. Рано или поздно война кончится сейчас. Дай Бог. И дальше наступит период очень-очень сложный. Так или иначе, Италия проходила период послевоенный, и он был очень непростой, тем более, что в разных половинах Италии был разный опыт участия в войне и, соответственно, разный опыт выхода из этой травмы. На итальянском опыте что должно происходить с обществом для того, чтобы покаяние или переживание послевоенное не разрушило вообще общество, не уничтожило страну? Очень хороший вопрос. Думаю, что прежде всего трезвость нужна. Я имею в виду очень взвешенно, очень трезво смотреть на историю и давать правильную оценку всему. Вы знаете, после конца фашизма в Италии написали Конституцию. Замечательную Конституцию. Очень многие верующие были в той ассамблее, которая написала Конституцию Италии. И они туда вписали, что в Италии не может быть фашистской партии. В Италии по Конституции не может быть фашистской символики. В Италии и так далее. Это просто запрещается. Притом не просто законом, а Конституцией, высшим законом.
Я думаю, что этого очень не хватает и не хватило в свое время в России после конца коммунизма. Если завтра, дай бог сегодня, закончится то, что вот сейчас происходит на Украине, я думаю, что очень нужны честные выводы на всех уровнях. Государства, имея в виду правительство, гражданского общества и церковного общества. Надо понять, где действительно мы пошли не по правильной дороге. А есть воля на то? Если ее нет, это трагедия, потому что какие-то вещи могут длиться тогда еще очень и очень долго. Вот мне кажется, что нужна смелость вот до конца посмотреть на то, что действительно было и есть неправильно, от этого отказаться. Это самый первый. Когда говорят вот покаяние и так далее, вот прежде всего это. Когда человек приходит на исповедь, самый первый, он должен осознать свои грехи. Должен понять, что вот здесь я поступил неправильно, и это я сам считаю ошибкой. Потом я еще и постараюсь это не повторять, и еще постараюсь исправить последствия от моих ошибок. Ну, скажем, грубо говоря, если я взял вашу машину и совершил ДТП, я должен не только попросить у вас прощения, ну, простите, Катя, вот так вышло. Должен вам еще купить машину по возможности, да, компенсировать. Вот это предстоит делать на всех уровнях. Детский вопрос. А Бог все может простить? Безусловно. В Евангелии есть одно место только, где Иисус Христос говорит о том, что есть один грех, который не прощается. Это хула на Духа Святаго. Очень сложное место в Евангелии. О чем идет речь? Речь идет о том, что он изгонял дьявола, как написано в евангельском тексте, изгонял нечистые духи. И там люди, притом церковные люди, первосвященники, законники, люди, которые были довольно подкованы в вопросы богословия, они говорили, он это делает силой Вельзевула, то есть сила как раз дьявола. И вот это Христос называет хулой на Духа Святаго. То есть, когда добро называешь злом. Бывает и наоборот, когда зло называешь добром. Христос говорит, что это не прощается. Вы знаете, Катя, здесь очень серьезно. Как часто вот действительно вокруг нас очевидное зло называется добром. Или, необходимостью. Ну, что же делать? Мы вынуждены это делать. Да, это, как-то не очень симпатично. Ну, что же делать? Вот придется, да. Ничего подобного. Вот Христос говорит, что хула на Духа Святаго не прощается. Единственный грех, который не прощается. В этом смысле мы живем в чрезвычайно сложное время, когда люди потеряли всякие ориентиры. Когда очевидное зло называют добром, и когда добро называют злом, когда люди, которые стараются делать добро, осуждаются. Вот в этом смысле, да, наше время очень и очень сложно. Я знаю, что вы говорите, в том числе и в своих проповедях сейчас, достаточно серьезные вещи, вступающие в противоречие с официальной позицией Русской Православной Церкви. Вы не боитесь, что вас лишат сана, вышлют из России или что-то в этом духе? Во-первых, я не считаю, что я что-либо говорю, которое неприемлемо Русской Православной Церковью. Ровно наоборот. Потому что главная в позиции Русской Православной Церкви – это само Евангелие. А Евангелие – это о мире, о терпимости, о любви к врагам даже. Но это вполне естественно, что в истории человечества и церкви какие-то очевидные вещи все-таки забываются. Иногда надо их просто напоминать своей жизнью прежде всего, иногда и словом. И не боитесь вы? По большому счету нет. Я могу бояться каких-то других вещей, но потом, в конце концов, я говорю, существует такая вещь по названию совесть. Надо прислушаться. Мы все семимильными шагами приближаемся к тому, что мусульман станет значительно больше, чем христиан в мире. Но сейчас мы становимся наблюдателями того, как христиане воюют друг с другом.
И в этом нет ничего христианского, и нет никакой попытки с точки зрения христиан, именно как священнослужителей, я бы так сказала, кого-то, кто мог бы договориться. Почему? Это ужасно. Но надо сказать, что это не первый раз в истории. Сколько раз в прошлом, вот, скажем, в Западной Церкви, люди считали, что, ну что ж делать, война необходима, неизбежна. Да, мы вас, скажем так, убиваем, но это же во благо. Мы несем цивилизацию. Или мы несем христианскую веру. Да, уж для этого приходится некоторых из вас убить. Ну что ж делать? Вот мой соотечественник Макиавелли сказал, что цель оправдывает средства. Но это абсолютно не христианская позиция. Христос об этом не говорит. Вот чтобы навязывать спасение от чего угодно приказом по части, это не христианская идея. Спасение – это дело добровольное. Имеется в виду, человек может принимать или не принимать его. А вот когда я слишком хорошо знаю, что тебе нужно, чтобы спастись, тебе навязываю. Донесение добра это называется. Вот именно. Но это совершенно не христианская позиция. Но есть ли ресурс у христианства это остановить? Первое, что христианин может делать, это молиться. А это не шутка, это очень серьезная вещь. А второе – это его образ жизни. Все-таки мы часто забываем о том, что мир начинается с меня. Можно совершать насилие не только танками, бомбежками или оружием. Есть вербальное насилие, есть психологическое насилие. Насилие кругом, насилие внутри нас. Как бы от него освободиться довольно трудно. Да? Но это такая кропотливая работа над собой. Вот мир зависит от того, как я себя веду в метро в час пик. Это без шутки. Так оно и есть. Мы можем высказывать свою позицию, свое недоумение, свое неодобрение. Да, среди прочего, это тоже. Но это не единственно. Есть молитва, есть работа над собой и очень много другого. Просто распространять такую культуру поведения. Знаете, что мне очень нравится? Вот по-итальянски миротворцы – это opeраtori di pace. Operare – это делать. Это красивое выражение. Но по-русски, по-славянски намного сильнее. Миротворцы. Потому что мир надо именно творить. Притом, смотрите, по-славянски слово «творить» напоминает Творца. То есть высшего Творца. Да и кроме того, Творца в смысле художника. Мир – это произведение искусства. Поэтому миротворцы – это такие художники, весьма опытные, которые вот готовы трудиться годами, чтобы творить вот это единственное произведение, которое называется «Мир». Ну, что-то как все не получается и не получается. О, я с вами не согласен. Такая позиция, что вот мы катимся к, не знаю, энтропии, к концу света, все хуже и хуже. Так это не так. Все-таки я уверен, что в 21 веке человек намного более цивилизованный, чем люди были еще несколько веков назад. Да, но он расцивилизовывается просто в считанные дни, если только есть возможность. Но видите, в том-то все и дело, что строительство мирного общества – это настолько сложная вещь, что есть какие-то колебания. Вот лучше, хуже, лучше, хуже. Иногда какие-то пики намного лучше или намного хуже. Но в целом мы идем вперед. Вот вы не поверите, несмотря на то, что вот происходит в мире в эти последние месяцы, я, тем не менее, оптимист. Я заметила. Я уверен, что несмотря на то, что есть какие-то пики, скажем так, в этом колебании вниз, тем не менее мы идем к лучшему миру. В этом я уверен. А вы помните, как вы именно в этот храм попали? Конечно, помню. Да? Я был просто прихожанином этого храма лет 15, наверное. Когда принял решение о рукоположении, я, конечно, не думал, что когда-либо вернусь в общество, в родной храм. Так получилось. Это какой-то очень особенный храм. Все, кто являются его прихожанами, про это говорят. Согласен. Это просто очень живая община. Храм в каком-то смысле старается сохранить и развивать все-таки духовное наследие отца Александра Меня. Это такое открытое православие. Это некоторые говорят православие с человеческим лицом. Я это выражение не люблю.
Это просто православие. Надо иметь в виду, что отец Александр вырос в катакомбной церкви. Поэтому не было никаких храмов, никакого золота. Зато была живая община, которая по дачам, по квартирам собиралась, служила, молились и так далее. Поэтому это сохранилось и в разных приходах, в которых служил отец Александр, и после его гибели, после его мученичества, как я считаю, в том числе, надеюсь, в нашей общине. Вот настоятель отец Александр Борисов всегда был очень близок к отцу Александру Меню, и вот мы стараемся это. Это означает, что прихожане между собой знакомы, что они дружат с семьями, что они бывают дома друг у друга. Поэтому, скажем, в конце литургии это большой праздник, потому что друзья собираются. И просто так люди собираются вне богослужений, в квартирах в течение недели. Это означает дети, это означает подростки, это молодые пары, которые только что поженились. Они дружат, и вот все это продолжается. И, кстати, очень большая подростковая община. Подростковый возраст самый сложный, наверное. Потому что дети, которые родились в верующих семьях, как правило, через какое-то время в подростковом возрасте они отходят и так далее. Что бы вы сказали ребенку, вот сейчас подростку, который достигает 12 лет и говорит, Бога нет? Так я говорю то же самое, что я сам пережил. Я так думал, потому что я знал много о религии, но очень мало знал Евангелия. И вот когда впервые раскрыл Евангелие, стал читать, все изменилось. Поэтому обычно подросткам и другим говорю, читайте Евангелие. Не хочу. Самое важное. Не хочу, не буду. Бывает и так. Вы знаете, я тоже, когда был 13-летним мальчиком и открыл Евангелие, и вдруг стал читать, и мне было безумно интересно. Но я перед этим решил быть атеистом, потому что он не мог найти ответы на такие вопросы. Вот почему несправедливость, почему есть богатые и бедные, то, что обычно для ребенка проблематично. Да? Поэтому раз это так, точно нет Бога. Да? А вот когда потом раскрыл Евангелие, стал читать, мне было безумно интересно. И я хотел как-то встретиться со Христом. Я помню, что наступил такой момент, что я закрыл книгу, сидел и не знал, как дальше быть. Потому что я хотел обязательно подружиться с этим Христом, но я же атеист, я в это не верю. Потом открываю еще раз и нахожу такие слова. «Кто любит меня, тому явлюсь сам». Я думаю, хорошо, раз это так. Потом я понимал, там это на самом деле цитата более сложная. Любовь к Богу – это не просто чувство, это означает жить каким-то образом, применять в жизни. И вот был такой у меня договор с Богом. Хорошо, я начну жить так, а ты должен явиться. Знаете, он не явился. Но просто вопрос о его существовании совершенно исчезл. Потому что, хорошо, допустим, если у тебя лучший друг – разве ты думаешь о том, существует ли твой лучший друг, твой брат, твоя мама? Это нонсенс. Если Бог входит в жизнь человека, этот человек перестает себе задавать этот вопрос. Он чувствует, что он, безусловно, есть, что он действует в его и присутствует в его жизни. Поэтому мой атеизм был очень непродолжительный. Вы в 86-м году приехали в Россию? В 85-м. Я приехал в Советский Союз, в Ленинград, через неделю после того, как Михаил Сергеевич Горбачев стал генсеком ЦК КПСС. Поэтому я старый строй очень хорошо помню. Помню все. Слава труду, миру мир, Ленин с нами, огромными буквами на крыше домов и так далее. Все это я видел, и с тех пор я здесь почти беспрерывно. Какой была Россия? Это была страна с надеждой или это была страна еще без нее? Пожалуй, в 85-м еще не было по-настоящему никаких изменений. Кстати, потому для меня интересно и принципиально важно, что я приехал еще до перестройки. В 85-м только избрали Горбачева, и в 86-м, я бы сказал, 7-м. По-настоящему началось перестройка, гласность, ускорение и прочее, прочее. Демократизация. А я, представьте себе, в Институте русского языка имени Пушкина, где стажировался, сдал экзамен по материалам 27-го съезда партии. И все нормально. Я рассказываю про демократизацию, ускорение. Комиссия меня очень серьезно слушала.
И вдруг я сказал, ну, раз ваша страна пошла по этому пути демократизации, понятно, что у вас будет многопартийная система и так далее. И мне сказали, все, достаточно. Вот это и был 85-й сначала, потом 7-й. Действительно была надежда. Невероятная надежда, что все изменится. Люди смотрели этот самый съезд партии, но как футбольный матч. Смотрели вся интеллигенция в Москве, и потом очень много спорили. Я помню споры, а он честно, он действительно так думает. А возможно ли это? Или, может, вернемся назад? И я как бы разделял разные надежды, скажем, московской интеллигенции, поскольку уже были знакомые, я часто бывал в гостях у своих друзей. Помню, что в какой-то момент я был разочарован, потому что я думал, что вот этот Горбачев все-таки... Вот эти самые реформы, о которых он говорит, он сам пытается их тормозить. Мне это казалось, что он хочет сохранить Союз. Для меня было очевидно, что невозможно сохранить Советский Союз. И когда появился Ельцин, как и многие из московской интеллигенции, я думаю, вот это настоящий реформатор. Это действительно Ельцин хочет, Ельцин действительно хочет, чтобы все изменилось. А потом разочарование. Поэтому я прошел через все эти разные фазы, через которые, как правило, многие из московской интеллигенции проходили. Я помню события 91 года, помню события 93 года. Я помню, что действительно, когда стреляли на Белый дом, я пошел посмотреть, безумец, потому как очень многие москвичи, я помню, что были мамы с колясками, с детьми, какие-то женщины с собачками, и все смотрели на то, как бух, бабах. Сейчас 90-е годы демонизируют, как будто все было плохо. Потому что мафия, потому что бандитизм. Действительно, все это было. Но была и свобода. Настоящая. По крайней мере, ваши коллеги могли писать, говорить совершенно 100% все, что думали. И этого немало, мне кажется. У вас есть ощущение, что вы сделали круг и оказались в той же точке? Безусловно. Я очень переживаю за русский народ, за русскую культуру. Потому что то состояние самоизоляции, которое сейчас развивается все больше и больше, это абсолютно противоестественно прежде всего для русского народа и для русской культуры. Сейчас такие призывы к патриотизму, к такому шовинизму, что все только наше хорошо, это не наше, мы и довольно жесткое противопоставление мы и Запад, мы и они. Это абсолютно не русская идея. Потому что, давайте начнем с того, что, с Петербурга. Вы ходите по центру Петербурга. Это Растрелли, это Бруни, это... ладно, Петербург хорошо построен в основном итальянцы, иностранцы. А Москва? Сейчас про Кремль не говорите. А почему? Смотрите, как интересно. Священники меня рукоположили в храме, который на Черниговском переулке. Черниговский переулок – это между Пятницкой и Большой Ордынкой. Это самый центр Москвы. То есть, это храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Это первый каменный храм в Замоскворечье. Но это храм построил итальянец в начале XVI века. Алоис Новый. Хорошо, возьмите всю вашу литературу, самые великие ваши писатели, от Пушкина до Лермонтова и так далее. Они русские? Конечно, русские, но их предки, допустим. Да? Дальше. Давайте возьмем призвание варягов. С чего начинается русская литература? То есть, история, ваша летопись и так далее. Да? А что такое призвание варягов? Это очень интересно, потому что, получается, эти восточнославянские племена, которые жили на пространстве Руси, они к этому времени уже успели перемешиваться с угрофинами и с балтами. И они призывают скандинавцев. А где здесь самоизоляция, простите меня? А это начало русской истории, как о чем и говорит ваша летопись. Давайте возьмем русский язык. Я все-таки филолог, я не знаю ни один другой язык, который бы так терпимо принимал иностранные слова, притом делая их своими.
У вас огромное количество немецких, французских, итальянских, английских слов, но которые абсолютно полноправны вошли в словарь, они и даже и не воспринимаются как иностранные слова, они русские. Еще интереснее, наверное, генофонд. Не то чтобы России, а русского народа. Я имею в виду не другие народы, которых огромное количество в пространстве России, как сказать, в ваших просторах, точнее. А только русский народ. Да? Сейчас очень хорошо прозвучит от уст монаха. Почему русские девушки такие красивые? Именно потому, что генофонд ваш очень богатый. Гораздо богаче, чем, допустим, ваших братьев западных славян. Да? Но не только потому, что, скажем, татаро-монголы постарались. Сама русскость – это результат встреч, многочисленных встреч. Так ваш генофонд, так русская литература, так русский язык. Тогда о какой изоляции может идти речь? Это отказаться от своих корней, эта изоляция. Это антирусская позиция. Вот потому мне действительно больно и грустно. Потому что я люблю и Россию, и русскую культуру. Послушайте, все-таки вы живете в стране, в которой, мне кажется, большинство граждан с вами не согласятся. Я боюсь, что это большинство граждан очень мало знает свою литературу, свою историю, свою живопись. Ну, это отрицать, это значит просто не знать ни русскую историю, ни русскую культуру. Вот идите в Третьяковку. Вот очень интересно, и в Москве, и в Питере, как вот такое разделение... Интересно, вообще люди посылают в другие обычные места. Идите вы в Третьяковку. Простите, это вышло не очень... Да, простите. Нет, вот смотрите, что я имею в виду. В Москве есть Третьяковка, есть Пушкинский музей. Вот как бы ваше искусство, европейское искусство. Да? В Питере то же самое. Эрмитаж и Русский музей. Ну, тоже вот иностранный. Русская. Очень хорошо. Вот вы пойдете в Третьяковку. Допустим, Иванов. Явление Христа народу. Ну, абсолютно русская картина. Огромная картина, потрясающая. Вот посмотрите на те этюды, которые висят по бокам. Это все пригород Рима. Дальше приходите в соседний зал. Брюллов. Сплошная Италия. Да? Я хочу сказать, что русская культура, но невозможно ее отделить от европейской. Это просто очень наивно. Вот этот нашизм грешит бестолковостью, простите. Потому что вы не есть вы без Европы. И Европа не Европа без России. Я в этом глубоко убежден. Но вернувшись к началу нашего разговора, вы сказали, что Горбачев казался вам нерешительным человеком, который не мог до конца реализовать реформы и не хотел распада Советского Союза, а Ельцин показался вам настоящим уже реформатором. Вы сейчас так же считаете? Не совсем. Он действительно нерешительный человек, скорее всего. Очень много из того, что делал Горбачев, известно и доказано, на самом деле было начато и даже обдумано до него. Горбачев – ставленник Андропова. Андропов, несмотря на то, что был, как мы знаем, человеком очень жестким, все-таки он понимал, что нужно какое-то серьезное изменение, необходимо. Горбачев был не очень решительный, наверное, по характеру. Но что делать? Вот каждый из нас имеет свои характеристики. И то, что такой человек мог быть во главе огромной державы, это для меня, наоборот, очень интересно. Может быть, да, действительно нужна была больше решимость. Я помню, вот я учился здесь, помню, что в Институте русского языка мы спрашивали, ну, хорошо, у вас это самое демократизация и так далее. А когда Сахаров сможет вернуться в Москву? Я помню, что наша преподавательница, мы вот все иностранцы, она была в ужасе. О, нет, ну это же, конечно, невозможно. А когда у вас будет издавать Солженицына? Ну, нет, ну это вот, конечно, не. Вот это и наша преподавательница Галина Ивановна, по-моему, я помню, очень хорошая женщина. Ей казалось все абсолютно невозможно. И пунктуально через месяц после нашего вопроса как раз Сахаров вернулся в Москву, архипелаги сдали в России и так далее. То есть это все шло так, но люди сами не знали, насколько это возможно. И, наверное, сам Горбачев не понимал, не осознавал. В этом и плюс, и минус. Но то, что человек, как сказать, предпочел уйти. И, простите, главное чудо для меня другое. То, что сама система закончилась, фактически мирным путем. Могло быть совершенно по-другому.
Все-таки была и Грузия, и Вильнюс, и Армения, да, и все. Безусловно. И это ошибки Горбачева. Но могло быть куда хуже. Могла быть по-настоящему гражданская война, могло быть все что угодно. Если не было, может быть, отчасти благодаря Михаилу Сергеевичу, как мне кажется. Если бы вы иностранцу объясняли бы, вот какие они эти русские, что бы вы сказали? Трудно. Не очень люблю все разговоры о русской душе, потому что Я тоже не люблю. Мифология определенная и как-то весьма поверхностно. Я сам сказал, что русские европейцы, я в этом глубоко убежден. Но, безусловно, они какие-то особые европейцы. Они европейцы, которые отличаются от западноевропейцев. Но Европа – это не только западная Европа. Мне кажется, здесь как раз православие сыграло главную роль. Смотрите, если взять славянские народы, они делятся обычно на 3 группы, да, западный, восточный, южный. На самом деле главное деление – это православные и неправославные. Вот возьмите русского и серба. Это 2 группы разные. Это южные славяне и восточные славяне. Они абсолютно функционируют одинаково. Возьмите русского и болгарию. То же самое. А, допустим, чехи и словаки, они от вас сильно отличаются, или поляки. Вы тоже достаточно близки, но все-таки по ментальности. Скажем, чехи абсолютно западные европейцы. Абсолютно. И скептицизм определенный, рационализм. Да? Хотя язык не так уж отличается от русского. То есть у меня такое ощущение, что православие сыграло главную роль на самом деле. И это видно даже в Италии. Почему у итальянцев огромное различие, вот северяне и южане? Потому что юг Италии – это православие. Это православные земли. Там православие было, в том числе и на Сардинии. Сардинцы служили восточный обряд, то есть православную литургию, вплоть до XII века, то есть еще задолго после так называемого раскола. Я обожаю итальянцев. Вы так лихо мыслите тысячелетиями. Ну, это было буквально недавно, значит, в XII веке. Я думаю, сейчас вы скажете, что последняя православная церковь на Сардинии закрылась 5 лет назад. Но нет, Нет, действительно. В XII веке, да, понимаю. В XII веке еще служили восточный обряд, и что папа специально пригласил какие-то монашеские ордены на Сардинию, чтобы обучать сардинцев молиться по-латински и по латинскому обряду. Это безумно интересная история. Хотя Рим там, в общем-то, напротив. Да? Так вот, есть какие-то характеристики, которые у итальянцев с юга Италии, которые их сближают как раз, как ни парадоксально, к русским. Потому что это просто православие. Вот русские, естественно, северный народ, но во многом по своей ментальности очень похожи на южан. Намного больше, чем на северян. Если взять Италию, во всяком случае. Но как-то пока Западная Европа не очень знает, что такое православие. И, наверное, поэтому тоже Европа идентифицируется с Западной Европой. Но это как раз неправильно. Вот я здесь исповедую подолгу. И довольно много детей, которые приходят со своими родителями. И, конечно, для детей иногда тяжело долго стоять и так далее. Поэтому они играют. Они играют между собой. У вас в храме можно играть детям? Да. Это вполне нормально. Они играют со свечками, они что-то представляют и так далее. Они абсолютно не мешают. Для меня наоборот, пока я исповедую, а иногда слушаю какие-то очень грустные истории, душераздирающие какие-то ситуации и так далее. Одновременно вижу вот этих детей, которые ходят, которые играют, они совершенно счастливы. И я уверен, что вот это их игры, в том числе в церкви с этими свечами и так далее, они останутся среди светлых воспоминаний детства. Поэтому очень хорошо, что мы этого не запрещаем никак. Наоборот, я этому очень рад. Поэтому вот это место я очень люблю. А другое место – это где наша икона, храмовая икона наших святых Космы и Дамьяна. Надо сказать, во-первых, что в православной традиции это
есть 3 пары братьев Косма и Дамьян. Наши – это ассийские. Есть также римские, есть другие. Вот когда мы получили храм в 91 году, втором, и начали вот ремонтировать, тогда здесь была типография. Типография Министерства культуры, и раньше была библиотека иностранной литературы. Поэтому, когда входишь в храм, есть таблица, где написано, что книга спасла храм. И это очень интересно. Так вот, мы начали ремонт храма, были уверены, что это храм Космы и Дамьяна римский. И поэтому даже сделали мозаику у входа в храм, где изображены Косма и Дамьян римские. А потом в ближайшем храме оказалась наша храмовая икона, и нам вернули, и, чему мы очень рады. И оказалось, что это не римские, а ассийские. Знаете, что интересно? Они бессребреники и чудотворцы. Значит, они лечили людей, но совершенно бесплатно. Вот эти 2 вещи тоже играют очень важную роль в нашем храме. Во-первых, бессребреники. Здесь ничего лишнего нет. Для храма в центре Москвы, вы знаете, более чем скромный храм. Потому что действительно ничего лишнего нет. Это первый, бессребреники. А потом они чудотворцы, они лечили людей. Мы сначала несколько лет кормили бездомных прямо здесь в храме. И у нас не было даже приходского дома, поэтому мы ставили столы прямо в храме. И вот 300 человек бездомных несколько раз обедали у нас. Но мы находимся в самом центре Москвы. И поэтому кому-то очень не понравились вот эти очереди здесь из этих людей, не очень зрячных, скажем так. Портят вид? Да, нас попросили, так достаточно строго попросили этого не делать. И тогда прихожане подумали, давайте сделаем больше, а не меньше. И вот один прихожанин стал снимать дачу большую в пригороде Москвы, и туда приглашать тех из бездомных, которые готовы расстаться с таким образом жизни, лечиться, восстанавливать документы. Все, огромное большинство бездомных в Москве, они без документов. А вот восстановить паспорт, целая работа. Это что Дом трудолюбия Ной называется. Да, именно. И они там работают, они не пьют, они должны соблюдать такую довольно строгую внутреннюю дисциплину. Вот один дом, второй, третий, по-моему, сейчас больше 15. И очень много, сотни этих бездомных, которые постепенно возвращаются к полноценной социальной жизни. Расскажите какую-нибудь историю, связанную с отцом Александром Менем, которая произвела на вас большое впечатление. Я с ним познакомился во время крещения, такого, скажем так, подпольного, в смысле, что это было на квартире, потому что один мой друг, он работал, то, что тогда говорили почтовый ящик, инженером на каком-то заводе, я не знаю даже какой. Поэтому у него были бы проблемы, если бы крестили своего ребенка в храме, если бы записали. Так. Поэтому отец Александр согласился крестить этого ребенка на квартире дома у этого моего знакомого. И вот там я с ним познакомился. И я знал, что он такой маститый богослов, известный человек, я о нем читал. И он оказался очень приветливым и очень простым в общении. И потом я договорился о встрече с ним в храме. У отца Александра в 80-е годы были какие-то серьезные проблемы из-за того, что он знал многих иностранцев в Москве. Поэтому все вокруг него не очень афишировали эти контакты. Мне написали на тетради ОА, отец Александр, а ему записали в дневнике Иван, не Джованни. Ну вот я приехал в новую деревню, я отстоял службу, закончил службу, там еще какое-то то ли крещение, то ли венчание. Он долго-долго задержался в храме. Я вышел, и когда все это кончилось, он вышел из храма и как бы демонстративно, громко сказал: «А где наш Ваня?» Я помню до сих пор. Вот таким Ваней и был я. Потом мы, значит, вошли в домик, где у него была небольшая комната для беседы. Мы разговаривали. Я ему задавал самые вопросы, которые меня волновали, о православии, католичестве. То есть очень много разного. И вдруг какая-то прихожанка стучит в дверь, говорит: «Отец Александр, вы ничего не ели?» Говорю: «Ну да, конечно, с утра я ничего не ел, я же служу». «Ой, давайте вам принесу». «Ну, давайте, да, принесите». И она принесла, значит, тарелку, я до сих пор помню, там горох, рис, еще что-то. И, по-моему, морковь. И все, только, да, и принесла. И отец Александр говорит: «Будьте любезны, а можно еще одну вилку?»
И он вот это все поделил, и мы прямо с одной тарелки ели вдвоем. Сейчас очень много говорят про скрепы, которые должны быть в русском народе, в России как стране. В этих скрепах внутри есть и про православие в том числе. Конечно. Что это вообще такое? Как вы к этому относитесь? Так, вы знаете, сейчас действительно стало модно говорить вот о скрепах и так далее. Притом очень часто говорят традиционные скрепы. Традиционные ценности. Традиционные ценности, да, совершенно верно. Я лично считаю, что христианские ценности по определению не традиционны. Говорить, что христианство – это некая традиция, которая когда-то была, и потом мы от нее отошли, но это просто не соответствует действительности. Это совсем не так. Никогда не было такого золотого времени, когда действительно люди жили как христиане. Да? Это миф. В средние века жили не лучше, чем мы сейчас. Христианская ценность – это любовь к ближнему, любовь к врагам. Это традиционно. А где вы видели в истории, чтобы такое было? Это, мне кажется, очень наивно. А может быть, это не только наивно, это более грустно. Говорить о том, что вот традиционные ценности – это христианские ценности. Я помню, когда один православный историк, выступая на конференции, говорил о том, что мы живем в постхристианском обществе. В каком постхристианском? Мы живем в прехристианском обществе. Вот отец Александр Мин говорит, христианство только начинается. А если взять саму суть христианства, любовь к Богу, к ближним, взаимная любовь, любовь к врагам и так далее, ну, мы настолько далеки от этого, что вот чуть-чуть, только-только начали. Потом, смотрите, есть книга пророка Исаии. Прямо в самой первой главе есть и очень интересная ситуация, что вот люди молятся, и вдруг Бог говорит, перестаньте молиться. Я не хочу вас слышать. Я не люблю ваши молитвы. Я терпеть не могу ваши молитвы. У меня отвращение от ваших молитв. Ты читаешь Священное Писание и говоришь, ух ты, как же так? И дальше Бог объясняет, потому что вы молитесь, но вы поступаете неправильно. Вы поступаете несправедливо. И дальше Бог говорит, научитесь делать добро. И да, там идет и некий список. Защищайте сироту, заступайте за вдову, защищайте иностранца. Вот вам скрепы. Часто говорят, ну вот Россия, православная страна. Конечно, по культуре, да. А вот православное ли мы общество? Допустим, правительство. Правительство и общество бывают православные в той мере, в какой вот заботится об этих категориях. Скажем, о моих детях хосписа, ну и дальше пенсионеры. На сегодняшний день они есть и те, которые раньше были вдовы, сироты и так далее, да, иностранцы. Вот для меня скрепы – это. Если у нас такие скрепы, то да, действительно, мы православное общество. Если нет, мы, значит, достаточно далеки от этого идеала. Сейчас церковь православная ополчилась против всех тех, кто не похож на других. Я сейчас говорю и о людях другой ориентации, да, о геях, лесбиянках, людях ЛГБТК. Плюс. И о тех, кто не хочет иметь детей. И о тех, кто не хочет иметь детей и бить их. И о тех, кто не хочет жить в патриархальном обществе. Эти все люди, они как-то, шаг за шагом объявляются врагами. И если столько врагов, то кто же будут друзья-то вообще? Вы знаете, церковь по определению – это открытое общество. И церковь не имеет дверей. То есть, образно, она не может их закрыть никому, ни перед кем. В этом смысле приходят люди самые разные в храм. Из этого списка вашего все фактически приходят в храм. И священник не только может, а должен принимать всех. Другое дело, человек приходит в храм не с тем, чтобы объявить
качать права, говорят русские. То есть сказать, я прав, я молодец, я здоров, а ты вот не посмей мне говорить, что что-то со мной не так. Да? Человек ровно наоборот приходит в храм, потому что осознает, что ему это необходимо. Любой из нас идет, потому что он нуждается в каком-то духовном лечении. И тут неважно, традиционной, нетрадиционной сексуальной ориентации, каких идей, принципов и так далее. Все мы нуждаемся в лечении каком-то. И когда человек приходит в храм именно с таким настроем, тогда его, конечно, встречают, принимают, обнимают, обласкивают и так далее. Да? Не может быть по-другому. Но есть еще другое сравнение интересное. Насчет раз я сказал, что вот церковь-лечебница, да, это означает, что священник в каком-то смысле как врач. А раз это так, то врач должен понять, я же лечу не пневмонию, а Катю, которая, допустим, заболела пневмонией. Да? Я знаю, что от пневмонии нужны антибиотики, но знаю, что у Кати аллергия на антибиотики. Поэтому если я действительно ее лечу, не болезнь, а ее, я должен ей приписать то, что для нее подходит. Вот это и есть хороший священник, как и хороший врач. Осуждение. В смысле? Ну, там, ты мальчик, встречающийся с мальчиком. Я тебя осуждаю, потому что у нас в церкви так не принято. Нет. Священник должен прежде всего всех принимать, потом понять, вот что делать в каждой ситуации. Что, допустим, советовать. И то, если этот человек об этом просит. Не просто так. Да? Плохой священник, тот, который говорит, у тебя вот эта болезнь, все, значит, тут уже написано. Да? Это плохой врач, а также плохой священник. Как раз в православной церкви гораздо больше, чем в католической. Священник должен понять, как быть в каждом конкретном случае, который неповторимый. Да? И третий момент. Но представьте себе, чтобы болящий пришел к врачу, и тот ему сказал бы, вот тебе нужно лекарство, тогда, пожалуйста, ты выздоравливай, когда будешь здоровым, я тебе и дам лекарство. Ну, какая нелепость, правда? А так бывает. Вот приходят люди, которые нуждаются в исповеди, в причастии, в том, чтобы просто им посочувствовали и так далее. А строгий батюшка может сказать, не, иди ты отсюда, потому что ты не делал, ты не постился, ты не читал утренние правила, ты не 3 канона. Как же ты? Что ты пришел? То есть ты сначала делай то-то, а потом я тебе как в награду дам, ну, допустим, таинство, исповедь, допустим, или даже и причастие. Да? Так таинство – это не мороженое, которое мама дает, потому что ребенок хорошо себя повел. Таинство – это лекарство, это сильнейшее лекарство, которое как раз и нужно для болящего. Поэтому сказать, что человек должен сначала выздоравливать, потом прийти к нам, ну, это нелепость. Так прикольно, да? Там же садик, Да. и там дети играют. Там дети играют, да, за забором, да. Но интересно и само оформление всего этого. То, что вот все морское. Интересно, что там как бы получается здоровые дети, да, живые, а здесь дети уходящие. Такое удивительное сочетание. Да, и представьте себе, есть такая интересная и странная история. Моя троюродная сестра усыновила ребенка в Москве давным-давно, лет 20 назад. Я в этом ей помог. И вот это Алеша, такой теперь сардинец, но абсолютно на сардинцев не похож, блондин, с голубыми глазами, очень красивый парень. Ему было 2 года. И когда я впервые попал в стационар детского хосписа «Дом с маяком», я вдруг понял, что здесь я когда-то уже был, когда мы этого Алешу и усыновили. А здесь был Потому детский что здесь дом, был да. детский дом. Представьте себе, мальчик, который сейчас мой, скажем, какой-то племянник, он здесь был. Вы имеете
иметь дело с умирающими детьми Да. и их родителями? Почему это может вдохновлять? Это скорбь и скорбь. Безусловно. И это, наверное, самое страшное. Потому что скорбь – это когда умирает человек, по-любому, да? Но когда ребенок, и совсем маленький ребенок, это уж тем более, это грустно, сложно, невозможно это принять. Невозможно по определению с этим смириться, даже священнику. Это вещь, которая ставит серьезные вопросы перед моей верой. Но священник должен быть там, где люди в этом нуждаются. Но выходит мама, да, здесь на балкон с ребенком, который у нее может умереть в любую минуту. Она слышит там голоса детей, которые не умирают. И она говорит: за что? Да. В чем я виновата? Почему у меня такой ребенок? Мало того, иногда эта мама может, допустим, сказать: а, батюшка, это Бог меня наказывает за мои грехи, не знаю, молодости, допустим. Да? То есть мало того, что трагедия, ребенок умирает, еще человек себя винит в чем-то. Конечно, думать о том, что Бог наказывает, притом невинного ребенка за какие-то грехи родителей, это полная ересь. Единственное, вот вопрос, это то, что называется теодицея на языке богословов, то есть оправдание Бога. Почему есть смерть, почему есть страдания. Да? И раз Бог есть любовь, почему страдает невинный? Почему вот умирает праведник и ребенок? На этот вопрос нет никакого ответа. То есть единственный ответ на этот вопрос – это, опять-таки, вопрос. Тот самый вопрос, который Христос задал своему Отцу. Боже мой, для чего ты меня оставил? И для чего? А вот мы не знаем. Когда в начале моего служения здесь, в хосписе, меня пригласили к Кириллу. Кириллу было 16 лет. Самая вот последняя стадия рака. И он мне прямо почти как вызов сказал: вот вы священник, вы мне скажите, почему я умираю? А я ему ответил: Кирилл, я не знаю, почему ты умираешь. Я знаю только одно, что вот ровно так же, как ты, умирал Сын Божий, Иисус Христос. И вот то, что ты сейчас переживаешь, вот Он тоже через это прошел. Почему Христос через это прошел? Чтобы быть рядом с Кириллом, с теми, кто умирает ровно так же. Я это сказал Кириллу, не претендуя ни на какой ответ. После этого Кирилл как-то... Мне показалось, что он был более спокойный. Я спросил: ну, может, ты устал, ты хочешь отдохнуть? Он говорит: да, пожалуйста. И это были последние его слова, потому что он потом заснул, и через неделю его не стало. Родители мне сказали, что Кирилл ушел так мирно, спокойно, хотя до этого ему было очень трудно. Но родители, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, они стали очень хорошими для меня друзьями, они потом на опекунство взяли мальчика тоже, уже достаточно большого, 14-летнего. Мы не знаем, что такое страдание. Но почему-то я прихожу к выводу, что страдание – это связано с любовью. Может быть, это одно и то же. Христос сказал: нет больше той любви, как если кто отдаст жизнь свою за друзей. То есть, получается, любовь может быть и самопожертвование. Любая мама знает, что вот она рожает своего сына в муках. Да? Поэтому в этом понятии, что такое любовь в христианстве, содержится понятие жертвенности. Вот мне кажется, что любовь и страдание – это на самом деле одно и то же. Только отсюда мы видим, скажем так, страдание. А может быть, с другой перспективы, это любовь. Правильно ли понимаю, что ответ на вопрос «что после смерти» отчасти отвечает на вопрос «в чем смысл жизни»? Да, пожалуй. Потому что, скорее всего, после смерти есть просто как бы естественное продолжение жизни. Вся эта система с наградами и наказаниями как-то для меня мало убедительна. Я думаю, что продолжается то, что мы сами строили. Если человек вокруг себя строил всем остальным настоящий ад, в этом он и окажется, в конце концов. Если он постепенно, кропотливо строил вокруг себя мир, счастье, радость или рай, другим словом, тоже в этом раю и оказывается после смерти.
Это просто результат наших поступков. Вот я так себе представляю. Поэтому, безусловно, есть связь с тем, вот как мы живем и где мы окажемся. А вы сами боитесь смерти? Наверное, да. Я думаю, что нет такого человека, который совсем не боялся смерти. Я себе задаю этот вопрос в самолетах. Для меня это всегда замечательное размышление, что я сижу в самолете и думаю, вот интересно, я не знаю, кто такой пилот. Я его никогда не видел. Я не знаю, не поссорился ли вчера со своей женой, допустим, или я полностью даю свою жизнь в его руки. Представляете, как интересно? Но как будто бы вы все вместе с пилотом и со всеми остальными пассажирами еще в руках Божьих. Ну, без всякого сомнения, да. Ну, я, правда, в этот момент всегда себе говорю, что у Бога есть чем заняться. Но в том числе и этим он занимается, безусловно. Да, ну нет, не знаю. Мне кажется, я что уверен. нет. Почему же? Если бы он как скорая помощь все время приходил бы на помощь тем, кому хуже всех, наверное, хуже всех бы никому Понимаете, и не было. какое дело, Катя? Я не думаю, что Бог приходит на помощь каждый раз. Или, скажем, вот это наше вечное обвинение. Почему Бог делает так? Мы себе представляем Бога как кукловода. И когда ему надоело играть с этими марионетками, он бросает, и все, и они умирают. Я не так себе представляю. Мне кажется, что наш Бог – это не Юпитер, это не Зевс. Бог – это совсем другой. Наш Бог такой, который в каком-то смысле сам отказывается от своего всемогущества. Он становится ребенком, он рождается в бедной семье, в далекой провинции. Он не гражданин Рима, он не знает латыни, скорее всего, не греческого и так далее. То есть он глубокий провинциал. Это Бог, который сопереживает нам. Вот что важно. Он стал одним из нас. Он взял на себя все. Но не для того, чтобы вот как кукловод вот прийти в помощь в нужный момент или бросать нас, когда ему надоело. Это ровно наоборот. Он разделяет наш. Вот поэтому умирают дети. Так Бог вместе с ними умирает. Он рядом, вот с кроватью этого умирающего ребенка, который я причащаю перед смертью. Это Бог, который становится маленьким, немощным, но ради любви. Потому что любовь означает все-таки отождествляться с тем человеком, который любишь, разделять его судьбу. То есть я вообще не считаю, что он что-то должен, да? Но он мог бы. Может, устал уже нас любить, может, он устал давать нам шанс. Я представляю себе, что он реально устал, что он нас оставил давно, и ничего нету больше. А вам не кажется, что это может быть немножко по-другому, что он настолько уважает нас и нашу свободу, что он нам ничего не навязывает? Вот я не могу понять, когда вот у некоторых, в том числе и православных, такая позиция, что вот раз мы православные, мы правы, да, мы свою веру должны, впихивать все. Все должны быть православны. Так вот, но Бог уважает мою свободу настолько, что меня не заставляет делать добро. У меня есть право на то, чтобы делать зло. И Бог уважает это мое право. Самое интересное, что Он нас не считает инфантильными. Это мы действительно инфантильны. Но Он нас уважает как взрослых людей. Он уважает нашу свободу. Вот в этом смысле может показаться, что это Бог, который не действует. Он действует настолько деликатно. Именно потому, что Он нас уважает. Дети понимают, что они умирают, как правило? Очень по-разному. Меня очень часто спрашивают родители, притом не только болящих детей, даже здоровых, надо ли говорить ребенку о смерти, например. Я считаю, что с детьми можно говорить обо всем. Можно и даже нужно. Правда, в нужный момент. Например, умирает бабушка. Скрывайте от ребенка это. Сказать, она куда-то уехала. Или... Мне кажется, неправильно. Как раз надо пользоваться этим, чтобы объяснить, что такое смерть. Что да, бабушка больше с нами не будет, но мы все-таки верим, что когда-то встретимся все вместе. Мне кажется, надо говорить правду. Но говорить правду так, как ребенок может ее понять. Да? Видите, все притчи евангельские – это замечательная, даже, кроме всего прочего, способность Спасителя говорить образами, которые люди того времени понимали. Поэтому все притчи говорят о сельскохозяйстве или о том, как вот рыбаки ловят рыбу. Вот так же на этом языке надо, среди прочего, говорить с ребенком о смерти. А иногда можно говорить о его смерти.
есть болящий ребенок. Это очень по-разному, вы знаете. Я сторонник этого. Но я абсолютно уважаю свободу родителей, которые сами должны принять решение, говорить ребенку или не говорить. Вы помните тех детей, с которыми вы прощались, которых вы причащали перед смертью? Конечно. Помню их имена, я их поминаю всегда. Каждый раз, когда служу службу в проскомиде, они... Ведь я монах, у меня нет собственных детей, но есть огромное количество детей, которые фактически участвуют в моей жизни. Вы часто плачете? Бывает. Не знаю. Наверное, часто бывает, не знаю, может быть, не обязательно слезами, но очень часто бывает, что я недоволен собой. Или какие-то вещи из собственного характера и так далее я не могу принимать. Повторяю одну и ту же ошибку, и потом очень сердит на себя самого, да, и такие вещи. Ну, вот насчет, собственно, материальных слез трудно сказать. А от отчаяния? Бывает, что я обижаюсь на Бога, с Ним спорю, в смысле, но задаю Ему вопросы, а почему же так? При этом я не претендую на то, чтобы Он мне все объяснил. Потому что в жизни есть очень много вещей, которые, это тайна, они остаются тайнами. Кто может вам объяснить, что значит влюбленность? Вы знаете, что такое влюбленность? Ну зачем давать определение? Ну вот в том-то все и дело. Это, наверное, тайна. Жизнь – это тайна. Смерть – это тайна. Вообще это таинство отцы церкви называют саму церковь. А я думаю, что таинство – это рождение, смерть, детство, преклонный возраст. Все это таинство. То есть вещи, которые мы не можем объяснить до конца, а таинство, кроме всего прочего, это встреча, прежде всего, это встреча с Богом. Я понимаю, что эти вопросы не были рассчитаны на иеромонаха, но тем не менее. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие без всякого сомнения. Потому что если выбрать милосердие, туда входит и справедливость тоже. Но без всякого сомнения милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Истина, конечно. Что будет с Россией через год? А вот не знаю. Я не пророк. Я надеюсь, что то, что больше всего, мне кажется, на сегодняшний день печально, ситуация с Украиной, что это закончится. Через год? Я надеюсь, что завтра. Еще надеюсь, что сегодня вечером.